Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4. И это новый челлендж «Сбежавшие подростки». Вот, собственно говоря, наши подростки. Такая идеалистическая картинка. Они обнимаются, у них все хорошо. С прошлой серии прошла ночь и половина дня, потому что они сходили в школу. Напоминаю, что мой челлендж, он отличается от классического тем, что мои подростки ходят в школу, и они должны очень хорошо учиться для того, чтобы они смогли поступить на продвинутую программу в университете. И я наконец-то подготовилась. В прошлый раз, простите, я не подготовилась. Я выбрала им программу в университете. Я немного поменяла те направления, в которые я хотела их направить, можно так сказать. И теперь у нас вот такая вот расстановка сил. Наша Пайпер пойдет на историю в Бриджестер. Ей нужно прокачивать обаяние, логику и дебаты, а также дополнительный навык у нее археология и сельвадар... Ну, короче, вот это культура. Я не выговорю, честно. А Лори у нас пойдет на филологию, тоже в Бриджестер. Ему нужно прокачивать обаяние, писательство и дебаты. И дополнительный навык у него вампиризм. То есть нам нужно хорошо учиться, нам нужно прокачивать эти навыки, нам нужно строить дом. А еще у нас гиперзадача, нам нужно восстановить наш район, привести его в порядок, чтобы он весь был такой красивый и замечательный, чтобы там были сады, деревья, цветы, рынки, и, короче, все было прекрасно и замечательно. Вот такая вот гигантская задача у нас. А еще, как вы помните, у нас тут из жизни, ну, в смысле того, что где мы живем, это вот контейнер без электричества, без воды, без стен, без ничего. Он практически полностью пустой. У них там только кроватка есть. Но прошлым днем они хорошенечко поработали. Кстати, я наконец-то смогла продать вот эти вот для улучшения, короче, детали, они через, собственно говоря, через режим строительства продаются, и нам хватило на гриль. То есть они могут покушать, у них есть туалет, у них есть душ, у них есть кровать, у них есть где покушать. Я считаю, прям идеально. А еще у них всего 17 симолеонов. А еще, пока они были в школе, им пришли счета, вы представляете? Я не понимаю вообще, что за счета там могли прийти. 44. За что? За что? Давайте посмотрим. Налог на участок минус, плюс за воду. За что мы платим вообще? Не поняла. Другие налоги, налоговые льготы и штрафы без счета за электричество, крошечный дом без учета, скидки за дом без удобств. Короче, ну мы только налог на участок, я так понимаю, платим, да? Все остальное мы не платим. В общем, итого 89, но в итоге мы платим 40. Я не понимаю, что это такое в этих счетах. Я, наконец-то, кстати, перевернула вот эту штуку, а то она была неправильная. Так, что мы должны делать? А чё ты подавленная? Перестаньте на меня смотреть. Перепады настроения. Прекрасно. Нам, значит, нужно, во-первых, домашку сделать, во-вторых, покушать. Так, во-первых, она у нас отличница, ей надо держать этот уровень, нельзя проваливаться, но ей дали вот это вот школьный проект. Но она его не будет делать, потому что она уже хороша в этом деле. Давайте, кстати, поразмножаем наших лягушечек. Может, мы как раз заработаем на... Что мы тут опять? Цветочные... Ага. Давайте вот эту продадим. У нас есть что покушать. Мы сейчас приготовим. Ой, надо ей наушники включить. Короче, сейчас будем заниматься, во-первых, еду. А почему ты не можешь полить? А, не надо. Ну и ладно, не сильно и хотелось. Тогда приготовь еду, пожалуйста. Потому что наш... А что? А почему? А, у нас же пустой холодильник. И мы ничего не можем приготовить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, тогда мы сейчас поедем на участок, где есть холодильник, на котором мы были в прошлый раз. Значит, принимай душ, слушай музыку, делай домашку и кушать мы куда-то, короче, в другое место поедем, где мы можем покушать. Так, включи, пожалуйста, музычку. Нам надо еще что-то с этими... Сейчас я буду разбираться с мерами, комплексами мер, как они там принимаются, когда там отнимаются и все такое. Так, милый мой, что с тобой? Ты тоже хочешь кушать, ты тоже хочешь в душ. А что у нас по оценочкам? Скажи, пожалуйста. Ты у нас троечник. Вот. Нам нужен еще какой-то навык. Ага.
Вот ему надо бы... Ему, по-моему, тоже дали... Да, дали тоже эту штуку. Ну, делай пока домашку, пожалуйста. Потом ты примешь душ и сходишь в туалет, и тогда мы поедем добывать где-то еду. Пока мы здесь не можем. Что-то я думала, что гриль работает так, без холодильника. Вот. А оказывается, ничего у нас не работает. Какое-то странное у них действие. Есть такой классный. А у меня наушники. И не разговаривают, делают домашку, да, все вместе. Так, кошечка моя, иди, пожалуйста, мой. О, а что это у нас? Мусорное растение. А, кстати, искать мебель и декор. Поищи, пожалуйста, я тебя очень прошу. Она очень довольная жизнью, очень. Что это у нас тут за люди какие-то ходят? Ты кто? Ты предпринимательница Бесс. И вот еще кто-то. Что это такое? Чего у нас тут люди бесконечные? О, интересненько. Ну, зато он общается. Зато у них не будет проблем с общением. Эй. Нет. Делай, пожалуйста, домашнее задание. Что ты резко бросил-то? Нет, тебе нужно делать домашнее задание, потому что ты у нас троечник, а ты должен быть отличником. Никаких больше. Ты еще в душе? А, нет. Уже этот скоростной ход. Это его мама звонит. Нет, пока я не могу, мам, с тобой разговаривать, потому что если он поднимет трубку, он начнет ей жаловаться, что у них тут все плохо, ему неудобно. Короче, расклеится явно. Расклеится. Может, мы сейчас что-то найдем, и мы купим холодильник. А может, мы холодильник найдем? Как вы думаете? Делайте ставки. Мы найдем холодильник сейчас или нет? Так. И чё? Серьезно, опять сырье? Я не знаю, почему у меня так. То у меня иногда, когда я роюсь в мусоре постоянно, нам еще воды надо. Пока вы не начнете. Так, нам еще надо воды искать. А что, он не сможет принять душ, интересно? Нет, может. Ну и ладно. Так, тогда прими душ и потом поедем. Что ты уже очень хочешь кушать. И в туалет на всякий случай надо сходить, потому что у нас тут были претенденты. Вот. Так, мы заплатим за коммуналку. Правда, как бы... Что это был за звук? Это у нее звук? А что это с ней вообще происходит? Что это у нее такое светится? Надолго будет вот это подавленное? 7 часов еще, кошмар какой. Еще долго. Мне это не очень нравится, честно. Что поделать? Давай копайся, дорогуша. Ну что? Да вы издеваетесь. Зато смотрите, что я тут обнаружила. Соевое растение. Уху. Может, мы сможем из этого что-то... Вот, собрать весь урожай. А у нас еще что-то есть, слушайте. Не надо с ним болтать, пожалуйста, не отвлекай его, он домашку делать не может никак сделать. Он отвлекающийся товарищ, он вообще ничего не хочет делать, он у нас ленивый персонаж, и ты у нас тоже не особо активная. А если собрать весь этот урожай, значит, где-то еще есть? Нет? Это все? Больше нет урожая, отлично. Так. А если нам опять поехать в наше то место, где... А тут из бобов ничего нельзя сделать? Нет, ничего нельзя сделать. Там, где мы были вчера, там же, если здесь все созрело, то, может быть, и там все созрело. Но там можно гриль сделать. Но надо дождаться, пока он домашку сделает, потому что он очень долго делает домашку. Ты не можешь ему помочь, а? Раз ты отличница, ты же должна помогать троечникам. Самые критичные, дружелюбные. Отличники должны помогать троечникам, особенно когда ты ее парень. Нет, не может она. Обидно. Ладно, будем ждать, пока он закончит домашку. Это будет, видимо, долго. Может, еще? Давайте еще тогда будем копаться. Короче, пока мы не найдем хоть что-то. Я просто что-то... Ну, что ты плачешь? Ну, бусинка, да, я знаю. Все как-то не очень. О, выполнено, ура! Наконец-то. Ну, сейчас он еще в душ сходит.
и поедем кушать. Раз мы пока не можем себе этого позволить, придется ездить для того, чтобы покушать. И заодно проверим все эти растения. Может, они там уже выросли. Ну, наконец-то мы хоть что-то нашли. Какой-то там угловой столик в сомнительном состоянии. Загляните в багаж семьи. Сейчас заглянем, посмотрим. Так, вот он, этот столик. Мы его... Что мы можем? А мы не можем его починить? Мы его можем заменить только за 125. Чем он нам нужен за 125? Это бред какой-то. Честно признаюсь. И вырви, пожалуйста, растение. На черта оно нам нужно. А куда исчез столик-то? Эй, а куда исчез столик? Я что, упустила единственную находку, которая у нас появилась? Серьезно? А почему он исчез-то? Я не поняла. Я же не его просила выбросить. Так, он уже практически у нас готов. Ладно, у нас другие теперь. Что такое? Используют воды на участке без удобств. Отлично, отлично, я считаю. Ладно, иди сюда, сейчас вы поедете в место получше. Сейчас она докопается. Подождите. Голосование закрыто. Как в старые добрые времена, получит большинство голосов, сообщество начнет действовать. Новый раунд голосования пройдет в пятницу 8:00. Слушайте, мы все пропустили. 33 миллиона она нашла. Ну, тоже неплохо. Ладно, уже ладно. Ну что ж, мы опять в этом спортзале в Оазис Спринг. И сейчас наш Лори пойдет сразу готовить. Вот у нас тут есть кое-что. Что мы можем приготовить? Гриль. Мы здесь все можем готовить. Печеные фрукты. Может, опять этих хот-догов сделать? Потому что они стоят всего 13. Давай. Приготовь. А наша Пайпер, она очень хочет кушать в душ, но мы сейчас должны проверить все наши нычки. Где они? Мы можем же опять покопаться. Нет, не можем? Где тут были растения-то? О, тут было. Морковь. С ней ничего не произошло. Что-то я, видимо, зря сюда приехала. Слишком рано. Слишком рано. Но зато может эти лягушки, кстати, могут быть. Вот где... Вот, здесь были лягушки точно. Она может вот искать лягушку и собрать воду. Давай, собери воду. Здесь что-то зацвело. Хризантема. Вот. Собрать урожай. Собрать весь урожай. Слушайте, может, она правда все обойдет? Вот, еще. Лимон. Посмотреть. Нет. Еще нет. Камушков нету. Но зато есть... Видите? Так, все, давай тебя запускаем. Все равно будешь долго-долго ходить. Есть лягушки, это уже хорошо. И есть какие-то цветы, которые можно... Вот. Еще у нас одно лимонное. Нет. Угу. Так, сейчас посмотрим, где она будет собирать этот урожай. Так, и что мы какую-то... Подсолнечное. Что у нас? Давайте глянем, что это за... Так, что вот новенькое. Какая у нее редкость-то? Необычная. Ну, просто необычная. Ну, давайте ее с чем-нибудь скрестим. Все-таки. Вдруг мы что-нибудь новенькое создадим. Какой-нибудь новенький. Давайте вот это песчаное. И чего мы? Мы получили вторую. Ну, вот. Тоже неплохо. Так. Все, мы получили. Что мне начало все тормозить. А теперь следим за Пайпер, куда она, блин, вот этой своей походкой ходит. Может, нам на холодильник хватит, на самом деле. Если вот мы сейчас хотя бы лягушек соберем. Похоже, больше урожая нету. Шикарно, я считаю, прям шикарно. Так, ага. Про лягушек я уже знаю. Где-то здесь еще есть одно место с лягушками. Я помню. Оно где-то было. Вот оно. И вот тут что-то есть. Не надо обманывать. Что здесь? А, тут хризантему. Хризантему мы уже собрали. Давай, иди сюда, иди этот лягушек ищи и кушать тогда иди. Ты же уже приготовил? Да, он уже хомячит сидит. Так, надо повышать общение. Им как раз нужно прокачивать обаяние. Поэтому надо побольше общаться с людьми. Но у нас пока не очень получается. Мы не успеваем просто это все делать. Слушай, а может ты порыбачишь, как ты походишь, а? Сейчас покушаешь и порыбачишь, а? Тебе все равно нужно прокачивать навык-то.
Это у нас троечник, между прочим. Вот, тут уже практически прокачанный. Давай, дуй ловить рыбу. Что там такое? Что тебе, жарко? Ох ты, ё-моё, чё ж вы не переоделись-то? У нас тут супер сердитая женщина в полотенце. Такое ощущение, что она злится, что вы меня вытащили из какого-то хорошего места, из спа-центра. Зачем вы меня сюда притащили? Здесь ужасно. Кстати, а здесь не очень ужасно. Подождите. Слушайте, мне кажется, или стало чище. Ну, не супер. Нет, не супер. Вообще не стало чище. Мне показалось. Показалось. Но, кстати, вот это, по-моему, уже рынок у нас. Это не то место, в которое мы ездили. Да, да, смотрите. Это мы голосовали за рынок и за этот общественный сад. И в итоге у нас рынок. Обалдеть. Я не думала, что это так быстро. Что-то говорю, я вообще с этими комплексами мер, я не знаю, как они работают, как вообще это все устроено. Что-то как-то я пропустила. Нужно же посмотреть. Тут есть что-то, нет? В этой информации. Так, образ жизни, общественное мнение. Вот, городские комплексные меры. Завершено. С пятницы по понедельник. Ага. То есть нам сейчас как бы бессмысленно. Ты хочешь спать, моя детка? Во-первых, я хотела вам сказать, что у нас теперь есть холодильник. Да, нам хватило на этот холодильник денег. Он стоил 250, нам равнёхонько хватило. А еще у нас тут какая-то новая лягушка, которую мы достали, какая-то, вот, грязевая. Просто грязевая лягушка. Давайте. Я так поняла, что, короче, их даже, если они редкие, нужно с ними размножать, потому что, ну, что-то получается, что-то не получается. Ладно. Нет, ладно, мы не будем с этой грязевой лягушкой, потому что ничего хорошего не получается. Не очень хорошие. Так, подождите, нет. Я хотела... Мы же взяли наши хот-доги, они же теперь у нас будут тут. Так, а еще у нас есть порция соевых бобов и хризантема. Нам надо их срочно посадить. Мы посадим один, остальные бобы я ничего не вижу. А я их поставила друг на друга. Такая темень, я вообще ничего не вижу. Так. А остальное все мы можем сюда засунуть. Правильно? Правильно. Так что ты, наверное, гусенька, иди спать, потому что ты совсем что-то... А что ты злая, мне вот интересно. Вот реально, что ты злая? Расскажи мне. У тебя был что? Досадный день в школе. 2 часа. Отлично. И из-за чего еще? Ты хочешь спать. Зато тебе нравится жить в крошечном доме и коллективная грусть. У нас тут наш Лори тоже какой-то весь расстроенный. Нет, есть не надо. Надо все садить. Посади, пожалуйста. А с комплексом мер я немножко... вот. А почему она исчезла, теперь появилась? Нам надо ее заменить. Нам надо ее продать. У нас будет... к нам кто-то пришел. Нам вот надо всех агитировать, как-то развивать. И не успеваю все вместе делать, чтобы им еще и навыки их не нравятся. Нет, пусть тебе нравится садоводство, пожалуйста, потому что вам придется с этим жить. Если тебе не понравится, то это будет печально. Пожалуйста, посади еще хризантемку, иди спать. Сначала сходи, наверное, в душ все-таки. У нас есть вода даже. Мы чуть-чуть там черпали воды. Кстати, у него там что-то есть в этом. Он же на рыбалку ходил. Он наконец-то прокачал свой навык. Вот, у нас 2 красивых рыбки каких-то. Гуппи. Мы можем это все положить в холодильник и потом уже сделать гриль. Все-таки там нужно несколько видов, несколько штук рыб, и тогда можно на гриле их сделать. В общем, как-то так. Не получается пока у меня все вместе делать, и комплекс мер принимать, и все такое, и деньги зарабатывать, и учиться хорошо. Ничего, у них все впереди. Встретимся, я думаю, уже утром. Не утром, точнее, в обед они исходят в школу, тогда я с вами свяжусь. Так, ну что ж, с возвращением наших деток, наших подростков. Какая-то, на самом деле, Пайпер в этом комбинезоне бесцветная. Вся она стала, слилась в один цвет. Ну ладно, может быть, потом я поменяю. Мы пришли на рынок, новое здание, за которое мы, оказывается, проголосовали. Сейчас мы будем вообще смотреть, потому что они вот сходили в школу. Кстати, нас поздравили, потому что мы подняли наши оценочки стали лучше. Хорошист. Этот Пайпер
стала лучшей ученицей в школе, вы понимаете? Какие они молодцы, какие они умнички. Но мы сначала, кстати, вот заставим, конечно, их домашечку сделать. Вот так вот это все выглядит. Главное, что здесь есть туалет. Это самое главное, потому что это было ужасно, когда не было. Еще тут есть что-то, что-то есть, наверное, кофе или еда какая-то. Еще вот сюда я бы заглянула, посмотрела. А на втором этаже что у нас тоже какой-то коллектив? Нет, здесь нет пространства. А, есть, тут можно посидеть, слушайте. Круто выглядит это все дело. А там стеклянная крыша, интересно? Да, там стеклянная крыша. Очень круто сделано. Что-то я ни разу вообще не видела. В общем, я очень нехорошо изучила эко-жизнь, оказывается. У меня столько новинок, новых впечатлений. А взрослые не могут, да, на этой штуке болтаться. Так, давай выполняй домашку. Я бы еще, наверное, все-таки тебя попросила сделать этот проект. Ты можешь же здесь посидеть? Вот. Начать аккуратно работать. Может, тебе кто-нибудь поможет, а потом покушаешь. Так, а наша папер вообще должна включить себе наушники, во-первых. Наверное, тоже сделать домашку. И ей нужно общаться. Ей нужно... Я хочу, чтобы она стала как раз-таки экоактивистом. Я хочу, чтобы она заработала себе побольше... А, не работает, да? Мгм. В настоящий момент недоступно. Мгм. Посмотреть. Ага, все, здесь ничего нельзя. Ну, делай пока домашку, может, народ подтянется просто сейчас. Я хочу, чтобы она, ну, как-то разобщалась, во-первых, накопила себе баллы, чтобы уже точно влиять. Мне вообще хочется посмотреть, как вы серьезно, вы так и сели тут. Я думала, вы пройдете внутрь хотя бы. Это всегда так очень странно. Так, вот у нас человечек подтягивается. Сейчас, я думаю, народ соберется на самом деле. Что-то они будут сейчас делать. Мне вот интересно, что здесь. Я не помню. Наверное, это просто кофе, мне кажется. Или нет? Что-то они все такие уставшие. Так, ну у тебя же наушники уже играют. Что ты до сих пор такая никакая? Может, мы, кстати, что-то купим? Так, тут свечки. Нет, свечки мы не будем покупать. Я надеюсь, мы сами их в какой-то момент начнем делать. Но до этого еще так далеко. Так, а что вы так стали? Странно. Тут соки. Там вот соки мы еще можем делать. Да, это прямо интересно. Это прям интересно. Что еще будет на этом столике? Мне прям очень интересно. Ну, что вы там делаете, домашку-то? Ну, то, что они тут на дороге сидят, это очень странно. Это просто максимально странно. Кстати, ты можешь покопаться? Нет, не можешь? Ничего нет, отлично. Почему они все время пустые, эти контейнеры? Я не понимаю. Вообще не понимаю, почему здесь нельзя половить рыбу. Вот это мне очень странно, если честно. О, кучка мусора, да? О, копать можно. Копать? Серьезно? Здесь тоже можно копать? Это прям интересненько. Слушайте, может здесь изучить тоже все? Может, правда что-то здесь есть? Интересненькое. Какие-то еще растения. Мы же здесь нашли соевые бобы. И вот еще что-то нашли. Может быть, мы еще что-то найдем? Нет, здесь, похоже, ничего мы не найдем. Да, здесь вообще уже нельзя. Так, это... Ух ты ж, как пакетик классно летает. Какая крутая анимация. Прикольно. Удивляюсь летающему пакетику. Это новый уровень, я считаю. Так, что у нас тут? Больше ничего нету, да? Эть. А мы до сюда достанем? Опять соевый? Нет, не надо нам соевый. Ну, а что здесь? Здесь уже ничего, да? Нельзя. Это... А, это жилой дом, точно. Ну ладно, возвращаемся к нашим детишкам. Так, а этот третий стол так и свободен. Но зато народу здесь много. Можно здесь пообщаться, позарабатывать эти очки влияния. Вот, вспомнила, как они называются. Очки влияния. Чтобы потом влиять на других, и можно было бы самому тоже по много раз голосовать, чтобы повысить. Что вы так долго-то, а? Копайтесь. Надо вас ускорить. Это вы какие-то такие. Что она счастлива? Из-за чего?
Вспоминания о консервах, ощущение близости к персонажу неподалеку. А тут что? Хочется развлечений. Ну, у тебя же наушники играют, ты что? Ну, ты там какая-то веселая музычка. У тебя все отлично, тебе тоже надо бы включить наушнички. И вообще, я думала, они тут... О, теперь хорошие друзья. Они не были хорошими друзьями, серьезно. Они уже как бы живут вместе, они еще не были хорошими друзьями. Так, выполнено. Отлично. Отлично. Иди, делай свой этот проект. Ты должен стать отличником. Но перед тем, как вырасти, надо, конечно, чтобы они еще прокачали хорошо свои навыки, потому что если навыки не будут определенные прокачаны, то доступа к этому... Что тут такое выполнено? Я уже перегрузила свою доску. Очистить. Окей. В общем, они не получат доступ к этим программам, которые я хочу улучшенным. Что вы тут все делаете? Читаете что-то? Ну ладно. Так, а ты пошла копать, да? Хорошо, ты сейчас вернешься. Тут у нас какой-то клуб чтения. А здесь у нас так и не открылось. Интересно. Реально тут клуб чтения. Так, давайте откроем наш известничок. Что у нас тут приготовлено? Мы будем знать, по крайней мере, что здесь есть окаменелости, оказывается. Ну, так, нормально. 50 это уже очень даже хорошо. Так, ладно, иди общайся с различными представителями местного населения. Конечно, лучше было бы, если честно, сад. Вот сейчас я понимаю, что, конечно, нам лучше было бы сад. А что они все читают? Вот что они все читают? Какую-то черную книжку. Это, видимо, какое-то новое произведение вышедшее. Кто-то что-то написал, и все такие: а, это же наш сосед написал, давайте быстренько прочитаем, поддержим его. Так, продавец, вежливое знакомство. Просто вежливо познакомься, пожалуйста. Вот тут музыка орёт. Или это у нее орёт в наушниках? Давай вежливо знакомься, со всеми причем. Этот мужчинка ушел. Я хочу еще вот с барышней познакомиться и со всеми вами пообщаться. Можно так, да? Кто ты? Юума Миядзаки. Женщина куда-то ушла тоже. Может, у них какой-то тут читательский клуб, слушайте? У них тоже те же самые книжки. У них у всех одинаковая книжка. О, смотрите, какой пейзаж. Обалдеть, красиво. Так, ну... Я надеюсь, они смогут пообщаться как-то. А, ну вот она общается с этим товарищем. А у чем продает, интересно, софи или что-то другое? А вот он рассказывает ей про книжку. Стоит убираться. Железный. А тут местные сплетни нельзя послушать? Судить скрипача. Он перестал с ней общаться. Почему они все читают? Я не понимаю. У нас уже много времени. Ты не можешь ему помочь? Помочь с проектом. Вот, иди помоги, короче, с проектом. Как-то у нас с сообщением не очень, если честно. Как-то они все заняты. Я думала, они тут будут все друг с другом общаться, а в итоге они тут все читают. Короче, не пообщаешься вообще. И они в большинстве случаев... Ну что тут такое? Ой, а что это такое? А мы можем это забрать? Или это купить только можно? Не является владельцем? А кто является владельцем? Тут детки какие-то приходили. Не, я бы как бы не забрала у детей игрушки, но просто интересно. Если бесхозное, мы бы забрали. Как бы, если бесхозное. А оно хозное. Так что... Ладно. Так, а где, кстати, узнать эти очки влияния-то? Наш этот Лори уже тоже немножко подуставший. Что там? А, навык логики. Крутяк. Крутяк. Нам нужно было прокачивать логику. Ну вот занимайтесь, короче. У них у обоих наушники. Так, она у нас манера, ответственная барышня. Хорошо. У нее нейтральная репутация, голосование. Вот, очки влияния 32, отлично. Что у нас там с обаянием? Логика, садоводство. А у нас его нету вообще. Что мы как-то не дообщались, чтобы у нас развилось обаяние.
Логика, второй уровень. Это хорошо. Кто нам звонит? Хочет знать, не хочу ли я прийти к нему в гости. Нет, мы сейчас очень заняты. Надо, кстати, сходить в гости, но это на выходном. Там же, скорее всего, уже есть братик или сестричка. А, кстати, Лори не надо логику. Надо ему обаяние, писательство и дебаты. Вот Пайпер нужна обаяние и логика, и дебаты. Вот дебаты нам нужно как-то. А дебаты можно только с помощью книг и вот этой стойки. Ну, тумбы такой. Там, кстати, есть парная тумба. Я вот думаю, может, парную тумбу взять. Но она так дорого стоит, зараза. Что непонятно. Они уже очень голодные, уставшие. Ну, я надеюсь, они скоро доделают этот проект. Ой, уже столько времени, так поздно уже, да. Мой хороший, ты хочешь спать, потому что уже устал. Ну вот мы сейчас поедем домой сейчас. Вы доделаете, мы поедем домой. Сейчас тебя сразу назначу. Отправься, пожалуйста, вместе с Пайпер. Что, все? О, как раз. Все, отлично. Мы забираем с собой. Главное, не оставлять его на месте. Так, все отлично. Я думаю, он скоро станет отличником. В принципе, я думаю, что мы на этом закончим, потому что в какой неспешной позе замерли эти ровашки мои. Потому что уже и так много времени прошло. У нас что-то произошло. На что ж такое? Мы не особо как-то продвинулись, немножечко как-то не получается быстро так продвигаться. Мы первый день очень эффективно провели, много денег заработали, все было прекрасно. А когда они учатся, конечно, сложнее это все делать. Но я в них верю и в себя. А что ж такое происходит, пока я на паузе? Я надеюсь, что в следующих сериях будет как-то повеселее и уже как-то поинтереснее. Надо как-то думать, чем нам еще деньги зарабатывать, кроме как копаться в мусоре. Видите, как-то неудачно это все происходит, в смысле того, что мы никак не можем найти ничего. Ладно, все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих серий. Пока-пока.